Друзья, всем большой-большой привет! В этом видео я хочу показать вам, как связать узор трилистник. Его еще называют цветок лотоса или клевер. Этот узор популярен у вязальщиц и вязальщиков уже на протяжении многих лет. Как вы знаете, трилистник– это магический символ, который является таковым у многих народов мира. Схем для вязания узора трилистник имеется несколько, и число петель в раппорте на этих схемах разное: 12, 13, 14 петель. Также особенность узора трилистника в том, что число петель раппорта в разных рядах меняется от 12 до 14 петель. А также на разных схемах сам цветочек из 9 петель вывязывается по-разному. На одних схемах 9 петель вывязывается из одной петли, на других схемах 9 петель вывязывается из 3 петель. Рекомендации к такому узору: вязать его следует из более светлых тонов пряжи и спицами большего размера, чем этого требует толщина нити. Друзья, перед вами схема узора. Какие условные обозначения мы видим на схеме? Закрашенные зеленым цветом клеточки– это нет петли, то есть мы не вяжем эти петли закрашенные. Скобка– это накид. Вот такая палочка с наклоном вправо, это 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном вправо. Палочка с наклоном влево, это 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево. Вот такой треугольник белого цвета, равнобедренный, это 3 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево. Закрашенный равнобедренный треугольник – это 3 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Вот такая птичка, скобка и циферка 3 внутри этой скобки. Это 3 петли из одной петли вывязанные. Вот здесь тоже такой знак: скобка и циферка 3. То есть из одной петли нужно вывязать 3 петли. Также встречается еще вот такое обозначение, вот такой крестик на 3 петлях. Это обозначает из 3 петель вывязать 9 петель. Из 3 петель вывязать 9 петель. На схеме указаны только нечетные ряды. Это видно по нумерации. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Они всегда являются лицевыми. И при вязании по кругу, и при вязании поворотными рядами. И вяжутся они всегда по условным обозначениям схемы справа налево. Четные ряды на этой схеме не указаны. При поворотном вязании это изнаночные ряды, которые вяжутся слева направо по рисунку, то есть как смотрят петли. Конкретно на этой схеме все изнаночные ряды вяжутся полностью от начала до конца изнаночными петлями. Накиды в изнаночных рядах провязываются изнаночной петлей. Раппорт узора вверх по вязанию состоит из 16 рядов. Провязав последний 15 лицевой ряд справа налево по схеме, по ее условным обозначениям, мы возвращаемся по изнаночной стороне. Это будет 16 изнаночный ряд. Вяжем его слева направо по рисунку, то есть всеми изнаночными петлями. И далее начинаем повторять узор вверх по вязанию с 1 по 16 ряд, столько раз, сколько вам это необходимо. Раппорт узора
с которого мы начинаем вязать узор по схеме, состоит из 12 петель. На схеме мы также видим петли симметрии перед раппортом в начале ряда и после раппорта в конце ряда. Петли симметрии, которые указаны в начале ряда перед раппортом, вяжутся только один раз в начале ряда. Затем повторяется раппорт из 12 петель 12, 12, 12, столько раз, сколько вы набрали, по 12. И затем только один раз в конце ряда вяжутся 5 петель симметрии. Петли симметрии нужны для того, чтобы узор был одинаковым, зеркальным в начале полотна и в конце полотна, то есть гармоничным. Для того, чтобы набрать нужное количество петель при вязании поворотными рядами, ваше количество петель должно делиться на число петель раппорта. Плюс вы добавляете 2 петли симметрии, которые вяжутся в начале ряда, плюс добавляете 5 петель симметрии, которые вяжутся в конце ряда, плюс добавляете 2 кромочные петли. Кромочные петли обозначены на этой схеме плюсиками. Этот узор можно вязать и по кругу. При вязании по кругу петли симметрии вы не набираете ни в начале ряда, которые здесь указаны, ни в конце ряда, а ваше количество петель при вязании, при наборе петель по кругу должно делиться на 12. Кромочные петли вы тоже не набираете, но вы должны набрать дополнительно одну петлю для замыкания петель в круг. И вяжете только петли, которые обведены красной рамкой, то есть раппорт узора обведен красной рамкой на этой схеме при вязании по кругу. При вязании по кругу нечетные ряды являются лицевыми и вяжутся по схеме, то есть по ее условным обозначениям справа налево. Четные ряды при вязании по кругу также являются лицевыми и также вяжутся справа налево, но по рисунку, как смотрят петли. Конкретно в этой схеме мы вяжем все лицевые ряды лицевыми петлями. Накиды при вязании по кругу также провязываем лицевой петлей. Для того, чтобы набрать нужное количество петель при вязании по кругу, ваше количество петель должно делиться на 12, на число петель раппорта. Петли симметрии набирать не нужно ни в конце ряда, ни в начале ряда, но нужно набрать дополнительно одну петлю для замыкания петель в круг. Самым обычным классическим способом набора петель на спице я набрала 21 петлю. Это один раппорт узора из 12 петель, плюс 2 петли симметрии в начале ряда 14 петель и плюс 5 петель симметрии в конце ряда 19 петель и плюс 2 кромочные петли 21 петля. И провязала один базовый подготовительный ряд всеми изнаночными петлями. Первую кромочную петлю я снимала, последнюю провязывала изнаночной бабушкиной петлей. Я вяжу бабушкиным способом вязания петли. Первый лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идет обозначение 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным способом петли, поэтому правая стенка петли, ее правая сторона, находится у меня за спицей. Я должна поменять положение этих двух петель на классическое, так, чтобы правые стенки петель оказались перед спицей. Для этого я по очереди переснимаю на правую спицу каждую из этих двух петель, заводя правую спицу сзади работы слева направо за заднюю стенку петли. Завожу правую спицу сзади работы слева направо
за заднюю стенку петли. Я пересняла 2 петли на правую спицу, при этом развернула их, и у меня правые стенки петель оказались перед спицей. И теперь я провязываю эти 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Если вы вяжете классическим способом вязания, то вы, не разворачивая петли, так как у вас правые стенки уже перед спицей, вы сразу, не разворачивая петли, провязываете 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Далее идет по схеме накид. Далее вот это обозначение закрашенная клеточка, нет петли, пропускаем. Далее идут вот эти белые клеточки пустые. Пустая клеточка — это лицевая петля. Одна лицевая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Провязываем далее 9 лицевых петель. Это уже у нас начинается раппорт узора. Вот от этой красной черты. То есть начинаем провязывать раппорт узора. Провязываем 9 лицевых петель. 1, 2 лицевая, 3 лицевая, 4, 5, 6, 7, 8 лицевая петля и 9 лицевая петля. Далее закрашенная клеточка, нет петли. Далее идет накид. Делаем накид. Далее идет обозначение 3 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Вот такой равносторонний треугольник белого цвета. То есть мы должны вот эти 3 петли провязать вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому я провязываю их следующим образом. Завожу правую спицу вовнутрь всех 3 петель сразу, захватываю рабочую нить и провязываю 3 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы должны сначала развернуть эти петли следующим образом, так чтобы у вас правые стенки оказались за спицей. Сейчас они у вас перед спицей. Для этого вы по очереди разворачиваете эти 3 петли, переснимая их на правую спицу. Заводите правую спицу слева направо за переднюю стенку петли и переснимаете петлю на правую спицу. Правую спицу заводите слева направо за переднюю стенку петли, как будто хотите провязать лицевую петлю, и переснимаете петлю на правую спицу. Вы развернули эти 3 петли. У вас теперь правые стенки петель находятся, как при бабушкином способе вязания, за спицей. Теперь возвращаете эти 3 петли по очереди на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь тоже, как и я при бабушкином способе, провязываете 3 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки, вводите правую спицу вовнутрь всех этих петель, захватываете рабочую нить и провязываете вот так все эти 3 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Я же вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому я не разворачиваю, у меня правые стенки уже за спицей. Не разворачивая эти петли, сразу провязываю эти 3 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Далее идет накид. Делаем накид. Мы провязали раппорт узора вот от красной черты до красной черты из 12 петель. Вешаем маркер сюда и далее начинаем повторять раппорт еще раз, если у вас есть несколько раппортов. Опять вяжем 9 лицевых петель, накид, 3 петли вместе одной лицевой с наклоном влево, накид.
Вешаем маркер, вяжем следующий раппорт. 9 лицевых петель, накид, 3 петли вместе влево, накид. Вешаем маркер и так провязываем все раппорты, которые вы набрали. После последнего раппорта вешаем маркер и провязываем петли симметрии. Здесь у нас в первом ряду 5 лицевых петель симметрии. 1 лицевая, 2, 3 лицевая петля, 4 и 5 лицевая петля симметрии. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Мы провязали первый лицевой ряд по схеме справа налево. Работу разворачиваем и теперь вяжем изнаночный второй ряд. Все изнаночные ряды четные, 2, 4, 6, 8, 12 и 16 вяжем изнаночными петлями. Я покажу вязать, как второй ряд вяжется, а вы дальше самостоятельно будете вязать все четные ряды всеми изнаночными петлями от начала ряда до конца ряда. Накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее опять изнаночная, накид изнаночной петлей за переднюю стенку. И так продолжаем вязать всеми изнаночными петлями до конца ряда. То есть по рисунку. По рисунку у нас все здесь петли в этом ряду изнаночные. Вот бугорки изнаночных петель. Провязываем до конца ряда изнаночными петлями. Накид тоже провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Еще одна изнаночная и кромочная петля изнаночная бабушкина. Таким образом провязываете все четные ряды всеми изнаночными петлями. Дальше я показывать четные ряды не буду. Третий лицевой ряд. Кромочную петлю снимаете. Далее идет у нас идут 2 лицевые петли. 1 лицевая петля, 2. Далее идет обозначение 3 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Вот такой черный закрашенный треугольник. Вот эти 3 петли вместе мы должны провязать с наклоном вправо, как я уже показывала. Как я уже показывала, мы разворачиваем петли при бабушкином способе вязания. Вот так вот. Все 3 петли по очереди разворачиваем, переснимая их на правую спицу. Затем возвращаем их на левую спицу и провязываем все 3 петли вместе 1 лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. При классическом способе вязания вы, не разворачивая, сразу провязываете эти 3 петли вместе 1 лицевой петлей за передние стенки. Можно вот так немножко спицей их расширить, а затем провязать 3 вместе 1 лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Мы провязали петли симметрии. Начинаем провязывать раппорт узора. Закрашенные клеточки не читаем, пропускаем. Это означает, что нет петли. Сразу начинаем провязывать следующее обозначение. 9 петель нужно вывязать из 3 петель. Это такой здесь крестик и сверху цифра 9. Вот из этих 3 петель мы должны вывязать 9 петель. Сначала немножечко вот так эти все 3 петли расширим слегка. И теперь, если вы вяжете классическим способом вязания, разверните эти 3 петли, чтобы правые стенки у вас оказались за спицей. Разворачивать, как я показывала, вот так вот, как будто бы вы хотите провязать петлю за переднюю стенку. Переснимаете каждую петлю вот так вот. А затем
возвращая все эти 3 петли на левую спицу. И у вас правые стенки окажутся, как при бабушкином способе вязания, за спицей. И затем тоже, как и я, провяжите это обозначение. Вводим правую спицу вовнутрь всех этих 3 петель справа налево. Сразу во все эти 3 петли вводим спицу, захватываем рабочую нить и вытягиваем петлю на спицу, на правую. Эти 3 петли с левой спицы не спускаем. На правой спице 1 петля. Делаем накид. На правой спице уже 2 петли. Далее опять правую спицу вводим внутрь этих 3 петель. Сразу захватываем рабочую нить и вытягиваем на правую спицу еще 1/3 петлю. Но эти петли 3 с левой спицы не сбрасываем. Делаем накид. На правой спице уже 4 петли. 1, 2, 3, накид — это 4 петля. Вводим спицу внутрь 3 петель. Захватываем рабочую спицу, рабочую нить и вытягиваем петлю на левую спицу. На левой спице 5 петель. Делаем накид. На левой спице 6 петель. Еще раз заводим спицу в 3 петли, захватываем рабочую нить и вытягиваем на правую спицу следующую петлю. На левой спице 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. Делаем накид. На правой спице уже 8 петель. Заводим правую спицу внутрь всех этих петель, захватываем рабочую нить и вытаскиваем на правую спицу 9 петлю. И только теперь с левой спицы сбрасываем 3 петли. Мы провязали элемент вот такой, который называется цветочек. Далее мы пропускаем вот эти закрашенные клеточки. Это означает нет петли. И провязываем следующее обозначение. Пустой треугольник равносторонний белого цвета. Это 3 петли вместе 1 лицевой петлей с наклоном влево. Вот эти 3 петли вместе я провязываю сразу при бабушкином способе вязания 1 лицевой петлей за задние стенки. Как провязывать при классическом способе вязания я уже объясняла в первом лицевом ряду. Далее идут 3 лицевые петли. Провязываем 1 лицевую, 2 лицевую, 3 лицевую петлю. Маркер убираем, так как у нас количество петель в раппорте, как я уже говорила ранее, изменяется. Провязали 3 лицевые петли и в конце раппорта провязываем 3 петли вместе 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Это вот такой закрашенный треугольник черного цвета. Вот эти 3 петли мы должны сначала развернуть. Переснимаем их по очереди на правую спицу. Возвращаем эти 3 петли на левую спицу и провязываем 3 петли вместе 1 лицевой петлей за передние стенки. Я вяжу бабушкиным способом вязания с наклоном влево. Мы провязали раппорт узора и начинаем повторять раппорт узора. Вешаем после этого раппорта узора, после первого раппорта, маркер и начинаем провязывать второй раппорт узора. Вяжем элемент цветочек, вывязываем из 3 петель 9 петель, затем провязываем 3 петли вместе 1 лицевой петлей с наклоном влево, затем вяжем 3 лицевые и затем вяжем 3 петли вместе 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Вешаем после второго раппорта
маркер и начинаем провязывать следующий раппорт. Вывязываем 9 петель из 3, 3 петли вместе влево, 3 лицевые, 3 петли вместе вправо. Вешаем маркер и провязывать начинаем следующий раппорт. И в конце ряда, после последнего раппорта, повесив маркер, мы вяжем петли симметрии. Закрашенная клеточка, нет петли, поэтому сразу начинаем вязать вот это обозначение. То есть из одной петли мы должны вывязать 3 петли. Вот из этой петли вывязываем 3 петли. Если вы вяжете классическим способом вязания, разверните эту петлю, как разворачивать петли я показывала, просто вот так вот переснимаете петлю на правую спицу, вводя правую спицу слева направо в петлю, а затем возвращаете ее на левую спицу. У вас правая стенка петли, которая была перед спицей, оказалась сзади спицы. То есть вы поменяли положение петли на бабушкино. Я же сразу начинаю вывязывать 3 петли из одной. Ввожу правую спицу в петлю, захватываю рабочую нить и вытаскиваю на правую спицу первую петлю. Петлю с левой спицы не сбрасываю. Делаем накид. Ввожу правую спицу в петлю, захватываю рабочую нить и вытаскиваю на правую спицу третью петлю. То есть накид это была вторая петля. На правой спице у нас 3 петли. И теперь сбрасываю петлю с левой спицы. Мы вывязали из одной петли 3 петли. Далее обозначение идет. Вот это пропускаем. Закрашенный квадратик. Это нет петли. Идет обозначение накида. Делаем накид. И далее идет лицевая петля. Провязываем лицевую петлю. Мы провязали петли симметрии. И в конце ряда вяжем кромочную петлю, изнаночную бабушкину. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и самостоятельно провязываем 4-й изнаночный ряд. Кромочную первую снимаем, вяжем все петли изнаночными петлями. Или я вот давайте покажу еще один ряд. 4-й изнаночный ряд вяжем. Кромочную петлю снимаем. Далее провязываем изнаночную. Накид провязываем изнаночной петлей. Далее у нас были 3 петли из одной в лицевом ряду. Здесь эти петли вяжем изнаночными петлями. 1 петля изнаночная, 2 изнаночная, 3 изнаночная петля. Маркер можно переснять. Далее у нас идет изнаночная. Далее у нас идет изнаночная петля. Вот здесь такой большой бугорок изнаночной петли. Далее опять изнаночная. Далее вот опять видим бугорок изнаночной петли. Вяжем ту петлю, какую видим по рисунку. Далее опять у нас изнаночная петля. Вот еще один бугорок большой изнаночной петли. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. И вот мы здесь провязывали из 3 петель 9 петель. Все эти 9 петель в изнаночном ряду провязываем изнаночными петлями. 1 изнаночная, 2 изнаночная, 3 изнаночная петля, 4 изнаночная петля, 6, 7 изнаночная петля, 8 изнаночная петля и 9 изнаночная петля. Далее провязываем изнаночную петлю,
Все изнаночные петли далее провязываем до конца ряда. То есть вот эти 9 петель, которые мы вывязывали из 3 в изнаночном ряду, провязываем все их изнаночными петлями. То есть мы провязали полностью весь ряд изнаночными петлями. Разворачиваем работу и начинаем провязывать 5-й лицевой ряд. 5-й лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идет пустая клеточка, это лицевая петля. Провязываем лицевую петлю. Далее идет обозначение 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Провязываем 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном вправо. Разворачиваем их и провязываем 2 петли вместе, 1 лицевой петлей за передние стенки. Я вяжу бабушкиным способом вязания. Мы провязали петли симметрии. Далее начинаем провязывать раппорт узора. 3 лицевые петли. Это 3 пустые клеточки на схеме. 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая петля, накид. Еще раз 3 лицевые петли. 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая петля, накид. И еще раз 3 лицевые петли. 3 пустые клеточки на схеме. 1 лицевая, 2 лицевая петля, 3 лицевая петля. Далее идет обозначение 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. Провязываем их 2 вместе за задние стенки при бабушкином способе вязания. При классическом вы сначала разверните эти 2 петли, затем тоже провяжите 2 петли вместе, 1 лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Лицевая петля. 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли, переснимаю их по очереди на правую спицу, возвращаю на левую спицу и провязываю 2 петли вместе, 1 лицевой петлей за передние стенки. При классическом способе вязания вы не разворачивая сразу, провязываете их 2 вместе за передние стенки с наклоном вправо. Мы провязали раппорт узора, маркер переснимаем и начинаем провязывать следующий раппорт узора. 3 лицевые накид, 3 лицевые накид, 3 лицевые, 2 вместе влево, лицевая, 2 вместе вправо. Вешаете маркер после этого раппорта и вяжете следующий раппорт. 3 лицевые накид, 3 лицевые накид, 3 лицевые, 2 петли вместе влево, лицевая, 2 петли вместе вправо. Вешаете маркер и так провязываете все ваши раппорты по очереди. После последнего раппорта вешаете маркер и вяжете в конце ряда петли симметрии. У меня 1 раппорт узора. Я пересняла маркер и провязываю петли симметрии. 3 лицевые петли, 1, 2, 3 лицевые петли, это пустые клеточки, накид, 2 лицевые петли, 1 лицевая, 2 лицевая петля, кромочная петля, изнаночная бабушкина. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и вяжем все петли изнаночными петлями, в том числе и накиды. Первую кромочную снимаем, последнюю провязываем изнаночной петлей бабушкиной. 7-й лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю петли, затем провязываю их вместе за передние стенки. Далее нет петли, далее провязывать начинаем раппорт узора. То есть мы провязали петли симметрии и теперь провязывать начинаем раппорт узора. 3 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. Я провязываю эти 3 петли вместе, 1 лицевой петлей за задние стенки, не разворачивая их.
Вы разверните, если вы вяжете классическим способом вязания. Далее идет накид, лицевая, накид, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 1 лицевая, 2, 3, накид, лицевая, накид, накид делаем, вяжем лицевую, накид, 3 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. Я вяжу сразу 3 вместе за задние стенки, 3 петли вместе, 1 лицевой петлей. Далее идет, пропускаем закрашенную клеточку, нет петли. Далее идет опять 3 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево за задние стенки. Мы провязали раппорт узора, маркер переснимаем и начинаем провязывать следующий раппорт узора. 3 петли вместе с наклоном влево, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 петли вместе с наклоном влево, 3 петли вместе с наклоном влево. Вешаем маркер и начинаем провязывать следующий раппорт. После последнего раппорта вешаем маркер и провязываем в конце ряда петли симметрии. 3 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. Я провязываю их сразу вместе 1 лицевой петлей со задней стенки, не разворачивая. Далее идет накид, лицевая, накид, накид, лицевая, накид. И далее идут 2 лицевые петли, 1 лицевая петля, 2 лицевая петля и кромочная петля, изнаночная бабушкина. Работу разворачиваем на лицевую сторону и начинаем провязывать изнаночный ряд всеми изнаночными петлями. 9 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас идут петли симметрии, лицевые петли 1, 2, 3, 4, 5. 5 лицевых петель симметрии провязываем. 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая, 4 лицевая петля и 5 лицевая петля. Далее начинаем провязывать раппорт узора. Закрашенная клеточка — это нет петли, поэтому сразу начинаем провязывать. Следующее обозначение: накид. Далее идут 3 петли вместе 1 лицевой петлей с наклоном влево. Я их провязываю вместе 1 лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Далее идет накид, делаем накид, пропускаем обозначение, которое закрашенное, это нет петли, и далее начинаем провязывать лицевые петли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. То есть 9 лицевых петель вяжем. 1 лицевая, 2, 3, 4, 5. Маркер убираем, так как количество петель в раппорте у нас здесь изменяется в этом ряду. 5, 6 лицевая, 7, 8 и 9 лицевая петля. Мы провязали раппорт узора. Вешаем маркер после раппорта узора и начинаем провязывать второй раппорт узора. Накид, 3 петли вместе влево, накид, 9 лицевых петель. Вешаем маркер и начинаем вязать следующий раппорт. Накид, 3 вместе, лицевой с наклоном влево, накид, 9 лицевых петель. После последнего провязанного раппорта вешаем маркер и провязываем петли симметрии в конце ряда. Делаем накид и 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном влево провязываем. Я, не разворачивая петли, сразу провязываю их 2 вместе 1 лицевой петлей за задние стенки при бабушкином способе вязания. И кромочная петля изнаночная. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и все петли, в том числе и накиды, провязываем изнаночными петлями. Вот такой уже красивый
узор у нас начинает вырисовываться. 11 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идет лицевая. Провязываем лицевую петлю. Далее идет накид. Делаем накид. Закрашенная клеточка, нет петли, пропускаем ее. Далее идет обозначение 3 петли вместе, одной лицевой. 3 петли из одной петли обозначение. Это галочка, а внутри цифра 3. То есть из одной петли мы должны вывязать 3 петли. Для этого придерживаем накид, чтобы его не потерять. Указательным пальцем вводим правую спицу в петлю, захватываем рабочую нить и вытаскиваем на правую спицу первую петлю. Делаем накид на правую спицу. Это вторая петля. Теперь снова вводим правую спицу в петлю, захватываем рабочую нить и вытаскиваем на правую спицу третью петлю. Мы из одной петли вывязали 3 петли, и теперь петлю с левой спицы спускаем. Далее идет мы провязали петли симметрии. Далее идет у нас раппорт узора. Треугольничек – это обозначение 3 петли вместе с наклоном влево, то есть не закрашенный треугольник. Провязываем вот эти 3 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Далее 3 лицевые петли, 1 лицевая, 2 лицевая, 3. Закрашенный треугольник равносторонний, это 3 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю эти петли по очереди, переснимая их на правую спицу. Затем возвращаю их по очереди на левую спицу. И теперь провязываю 3 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Далее у нас 3 закрашенные клеточки, мы их пропускаем. Здесь нет петель. И далее идет обозначение 9 петель нужно вывязать из 3 петель. Цифра 9 и крестик на 3 петлях. Вводим правую спицу во все эти 3 петли, захватываем рабочую нить и вытаскиваем на правую спицу первую петлю. Делаем накид, это 2 петля. Вводим правую спицу снова в эти 3 петли вместе сразу, захватываем рабочую нить, вытаскиваем на правую спицу 3 петлю, делаем накид, это 4 петля, снова заводим правую спицу в эти 3 петли все вместе, сразу провязываем их лицевой петлей, это 5 петля, но эти петли не сбрасываем с левой спицы, делаем накид, это 6 петля, снова вводим спицу вовнутрь всех этих 3 петель, захватываем рабочую нить и вытаскиваем петлю на правую спицу, это 7 петля, делаем накид, это 8 петля, и последний раз вводим правую спицу в эти 3 петли сразу, во все 3 петли вместе, захватываем рабочую нить и вытаскиваем на правую спицу 9 петлю. Здесь у нас уже 9 петель, то есть накиды это тоже у нас петли. И теперь сбрасываем 3 петли с левой спицы. Мы провязали элемент цветочек. Все, далее идут 3 закрашенные клеточки, это нет петель. Мы провязали раппорт узора. Вешаем после раппорта узора маркер и начинаем провязывать следующий раппорт узора. 3 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево, 3 лицевые петли, 3 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо, и из 3 петель вывязываем 9.
вешаем маркер и снова начинаем повторять раппорт. 3 петли вместе влево, 3 лицевые, 3 вправо и 9 петель из 3. После последнего раппорта вешаем маркер и начинаем провязывать петли симметрия. 3 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево. Вот эти 3 петли провязываю вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Маркер убираем, у нас уже изменилось число петель в раппорте. Дальше у нас идет обозначение лицевая петля и лицевая. Провязываем лицевую петлю и лицевую. И кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Работу разворачиваем на изнаночную сторону. Вот так уже у нас получается. И начинаем провязывать весь 12 ряд полностью изнаночными петлями. Те петли, которые мы вывязывали в элементе цветочек, тоже провязываем их изнаночными петлями. 9 изнаночных петель. Накиды тоже провязываем изнаночной петлей. Провязываем этот ряд самостоятельно. 13 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идут 2 лицевые петли, накид. Провязываем 2 лицевые петли, накид, 3 лицевые петли, 1 лицевая, 2, 3 лицевая петля. Мы провязали петли симметрии, начинаем провязывать узор, раппорт узора от красной черты до красной черты. То есть раппорты узора, как вы заметили, обведены красными линиями. Итак, 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево. Провязываем 2 петли вместе, одной лицевой петлей за задние стенки. Лицевая петля. 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Переснимаем 2 петли на правую спицу. Возвращаем их на левую спицу и провязываем 2 петли вместе за передние стенки с наклоном вправо. Далее 3 лицевые петли, накид. Провязываем 1 лицевая, 2, 3 лицевая петля, накид, 3 лицевые петли, накид, 1 лицевая петля, 2 лицевая петля, 3 лицевая петля, накид, 3 лицевые петли. Если у вас здесь висел маркер, его убираете, так как количество петель в раппорте уже изменилось. Провязываем 3 лицевые петли. Вот здесь у вас висел маркер. Здесь он уже не нужен будет. 1 лицевая, 2 лицевая и 3. Провязали 3 лицевые петли. Все, мы раппорт закончили вязать. И после раппорта вешаем маркер. И начинаем провязывать следующий раппорт узора. 2 петли вместе влево, лицевая, 2 вправо, 3 лицевые накид, 3 лицевые накид, 3 лицевые. Вешаем маркер и начинаем провязывать следующий раппорт. 2 петли вместе влево, лицевая, 2 вправо, 3 лицевые накид, 3 лицевые накид, 3 лицевые. После последнего провязанного вашего раппорта вешаете маркер и начинаете провязывать петли симметрии. 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево. Я провязываю их 2 петли вместе, одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Далее идет лицевая петля, провязываем лицевую петлю и кромочная петля, плюсик, изнаночная бабушкина петля. Работу разворачивайте на изнаночную сторону и начинаете провязывать 14 изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаете и все петли до конца ряда изнаночные бабушкины петли, в том числе и накиды.